просто больно душевно. То есть вот 5 минут доехать, я не могу там ни привет сказать, ни подарок передать. То есть у тебя нет права голоса, а кто-то за тебя решает. Подарки я передавал, но через бывшую жену еще там как-то. То есть они очень неохотно даже на такое шли, чтобы передать подарок Лего, например, конструктор. Дочка, кстати, талантливая, она эти Лего-конструкторы собирает для 18 лет и старше детей. Репетитор иврита частный, помню, говорила, надо в класс для отличников, талантливая девочка. В Израиле все сложилось по-другому. Как сама дочка формулировала на последней комиссии по продлению, что ей там некомфортно, потому что часто вокруг плачут дети, и, конечно, ей хотелось бы вернуться домой жить к маме, а не находиться там дальше. Выглядит красиво через забор, а на практике вышел оттуда, не могу там ни на чем сосредоточиться, потерял там время и здоровье. Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео одно из самых непростых на этом канале. Сразу скажу очень важную вещь. Мы не даем оценок и не выдвигаем обвинений. Это личная история моего гостя, отца, который делится своим опытом и тем, как он видит произошедшее. Я пригласил его не для споров и не для сенсаций, а чтобы спокойно и подробно поговорить о ситуации, с которой, к сожалению, может столкнуться любая семья, в том числе репатриантов. Мы будем говорить осторожно и уважительно, потому что тема очень чувствительна и касается ребенка. Все выводы, которые вы услышите, это позиция самого героя интервью. Если у специалистов, юристов или просто неравнодушных людей будет желание как-то помочь герою этого видео, я оставлю его контакт в описании к видео. А сейчас давайте просто послушаем эту историю и попробуем вместе понять, где проходит грань между помощью и контролем. Привет, давай сначала познакомимся, расскажи, кто ты и откуда. Меня зовут Ларкин Александр Викторович, или Саша. Я из Москвы, родился в 1982 году. Всю жизнь была до приезда в Израиль одна семья, 3 детей. Программист, хобби с детства. Высшее образование, Московский институт электроники и математики, бывшего электронного машиностроения, уже по специальности телекоммуникации. То есть я уже знал заранее, что стану программистом. В Израиль репатриировал в 2017 году. Какие у тебя были ожидания от Израиля, когда ты репатрировался? В целом я понимал, что будет непросто, то есть аскетизм. Я принципиально решил не распродавать имущество в Москве, а как бы начинать с чистого листа, пытаться изначально жить на те деньги, которые сможем заработать в Израиле. Первый месяц мы жили у брата моей жены за Иерусалимом. У него в его частном доме была квартирка сзади, которая в тот момент была пустая. Потом нашли дешевую квартиру в Мевасерет Цион, куда переехали с детьми, тоже поближе к Иерусалиму, поскольку есть родственник рядом с Иерусалимом. Репатрировали мы 13 сентября 2017 года, соответственно, начало школьного года, сразу бегали, устраивали 3 детей в школу. Причем дети на тот момент были довольно маленькими. Старшая дочка, она уже была большая, 16 лет, сын на 4 года младше ему, соответственно, в районе 12 лет, уже почти 13. А младшая дочка, когда мы приехали в Израиль, ей как раз идти в 1 класс школы или в подготовительный класс по-израильски. Как раз с начала школы, казалось бы, здорово, ей легче всего будет адаптироваться. Какие были ожидания? В целом ожидал, что все будет хорошо как-нибудь, устроимся, что если в России без проблем жили и все было отлично, с какой стати в Израиле что-то не получится. Сразу приобрели недорогую машину, опять же, идея не влезать в долги, буквально за $2000 какой-то старый Volkswagen 99 года. Так что в целом все было нормально, только почему-то было трудно в школу устроиться. Сразу какие-то бюрократические препоны начались, через которые нужно было продираться. Какие, например? Например, почему-то детей отказывались брать в школы в Мевасерет Ционе. Говорили, что вы не знаете язык, только что репатрировали, вам нужно в специальные школы для репатриантов. Мы говорим, где? Говорят, ну, наверное, есть в Иерусалиме. Там куда-то едем в Иерусалим, ищем эти школы, дали какую-то наводку.
проходим собеседование в какой-то такой школе, нам говорят, мы вас взять не можем, это Иерусалим, а вы прописаны, живете в Муассар-Цоне. В Израиле младшие дети должны ходить по месту жительства в школе. Мы говорим, что делать? Говорят, идите там куда-то в Ирию Иерусалима, получаете у них разрешение. Но мы послушные люди, мы привыкли в России, что если государственный чиновник чего-то говорит, надо делать то, что он говорит. Идем в Ирию, в Иерусалиме, спрашиваем, что вот нас послали, чтобы мы получили разрешение для учебы в специальной школе для репатриантов в Иерусалиме. Чиновник махает рукой, говорит, они ничего не понимают в этом Муассар-Цоне, я такое вам разрешение давать не буду, до такого и не существует. Идите, настаивайте, вас возьмут. А время-то идет, то есть месяц уже младшая дочка без школы, пока мы бегаем с такими вопросами. А другая проблема была со старшей дочерью. Она в 16 лет первая смогла пойти в школу, причем в Иерусалиме, еще пока мы первый месяц жили в Текуэ, устроилась в хорошую школу, где много русскоязычных детей, одна из крупнейших, известных в Иерусалиме. И почему-то она захотела пойти туда в режиме пнемии. Расскажи для русскоязычных, что это такое. Пнемия – это школа-интернат, то есть когда ребенок и учится, и живет в школе. И 3 дня она смогла проучиться в режиме интерната, жутко ругалась, говорила какой-то там шум, бардак, по ночам музыка, 3 девочки в комнате общежития. Очень они эти шумные, бойкие эти девочки. У нее там какие-то интересы погулять по Иерусалиму, почитать книжки, а они там громкую музыку, ведут себя непотребно, допытываются у нее в 16 лет, были ли у нее уже мальчики и сколько. Ну, стандартная тема у подростков, но просто как-то это все было агрессивно и бестолково. 3 дня она получилась в режиме интерната. Старшая дочь заявила, что она не может в такой среде находиться, что слишком большой акцент на всякие развлечения, о том, что школа-то хорошая, то есть, например, дети брата жены в этой же школе учились, кто-то из них, и в режиме из дома, когда ездишь, что эти ужасы особо не чувствуются, про которые дочка сказала 3 дня там, отучившись в режиме интерната. Ну ладно, продолжила учиться в режиме обычном, ездила из дома в эту школу, но в обычном режиме тоже ей не понравилось. Чуть-чуть было интересно поначалу, но у нее изначально была установка подросток 16 лет, зачем меня родители привезли в Израиль, ладно, попробую, но не понравится, вернусь обратно в Россию, в Москву. И в итоге она так и сделала, настояла, чтобы ей купили обратный билет. Сама одна улетела обратно в Москву буквально через 2-3 месяца после репатриации и продолжила учиться в Москве, восстановилась в хорошей гимназии. Ну, как бы гимназия для одаренных детей, лицей, аналог математическая школа в Москве. Вы как хотите, родители, оставайтесь с младшими детьми в Израиле, а я поехала. Хотя, конечно, я хотела бы, чтобы вы тоже вернулись со мной в Москву. И уговаривала и нас, родителей, и младших 2 детей, тоже вернуться. Но у нас другой был план. Мы репатрировали, чтобы попробовать пожить в Израиле, так сказать, освоиться, вжиться. То есть многие же приезжают из Москвы, получили даркон и сразу обратно. По крайней мере, в 2017 году, когда мы репатриировали, так можно было сделать. Еще не было правила, что даркон только через год. Но у меня изначально была установка, что хотим попробовать пожить в Израиле. Были какие-то стимулы, мотивации, в основном медицинского характера. Подозревали у жены некоторый диагноз болезнь, которая, к счастью, не подтвердилась. И сейчас уже видно с годами, что болезнь не развивается, она здорова. Но на тот момент подозревали и считали, что в Израиле лучше медицина. Главный фактор, почему мы в принципе репатриировались из Москвы, где, в общем, все было благополучно, там квартира, дача, 2 машины, работа, дети учатся нормально, в школах не было никаких проблем с детьми, а потом раз и сорвались. Вот в основном по медицинской причине, чтобы получить доступ к медицине в Израиле. А еще, соответственно, брат жены, он 1 год или 2 до этого уговаривал, говорит, есть такая возможность, получите гражданство. Но я так про себя подумал, что гражданство не помешает, что заведомо возможность расшириться, а не сузиться. Как ты воспринимал государственные службы в начале? Была какая-то поддержка от них или просто формальность? Скорее формальность. Поддержка, конечно, ощутимая была финансовая, хоть это деньги и небольшие, но тем не менее подъемная корзина первые полгода или первый год, если никто в семье не работает, это помогало. То есть мы как раз искали
первую недорогую квартиру в Израиле с прицелом на то, чтобы этой корзины хватило платить за аренду. Но кроме вот этой поддержки, другой поддержки не было. То есть был ульпан, в принципе, но только для взрослых. То есть у меня дети 4-е поколение, тоже некоторые соображения, почему решили в Израиле пожить. Была идея, что если прожить 3-4 года, то младшие дети смогут получить гражданство Израиля уже в Израиле. Действительно, младшие дети гражданство получили, а старшие, соответственно, нет, поскольку она осталась жить в Москве. Но вот кроме ульпана для взрослых и корзины никакой другой поддержки не было. Когда ты впервые столкнулся со службой защиты детей? Сразу как приехал в Израиль, благодаря старшей дочери. То есть, когда она сказала, что не хочу ходить в местную школу, собираюсь лететь обратно в Москву, социальная служба как-то сразу это вычислила. Стал звонить нам социальный работник, говорить, а как там у старшей дочки, какие у нее планы, почему она не ходит в школу, может быть, нам чем-то помочь. Но когда в очередной раз позвонил социальный работник, это все довольно медленно происходит, там раз в месяц позвонит. Я говорю, а старшая дочка уже в Москве, она там устроилась в школу, учится, все нормально. Ну, социальная служба до конца учебного года, тогда в 2017-2018 от нас отстала, то есть никакого значения этому не придали. А повторный контакт из социальной службы был уже в конце 2017-2018 учебного года, когда сын заканчивал 1 класс средней школы в Израиле. И в конце года начались какие-то странные придирки из школы. Говорят, что вот уже полгода учится в школе, а еще не заговорил свободно на иврите. Наверное, у мальчика проблемы. Давайте там проведем диагностики. Мы, родители, отмахиваемся. Какие диагностики? Все нормально у мальчика. Мы его еще в Москве обследовали. Нет у него никаких проблем. Они говорят, ну как же так? Вот он тесты не может в конце года сдать. Давайте к нашему психологу сходят. Мы на тот момент не знали никаких ужасов про то, что вначале школу отправят к психологу, а потом могут еще якобы помощь или вред какой-то предложить из службы помощи детям, которую я про себя называю, и вреда детям тоже. Мы сходили к психологу, психолог сказал, все нормально, нет проблем с мальчиком, а из школы по-прежнему давят. Говорят, что надо бы на комиссию какую-то. Мы говорим, какую комиссию? Мы против, не хотим никаких комиссий. Была русскоговорящая администратор в школе, то есть как-то так можно было обойти барьер языковой. И на тот момент спасла учительница математики в школе, которая была не в классе у сына, а в соседнем классе параллельном. Она говорит, ну давайте я поговорю с мальчиком. Вот вы утверждаете, тут там администрация школы, что у него проблемы, надо там созывать комиссию, что-то делать. Я-то на русском говорю, выясню, какой у него уровень математики. Там еще стоял вопрос, что если он не сдал тесты в конце года, то оставаться на 2-й год в этом же классе или как. Поговорила ученица математики, говорит, нормальный мальчик математику знает на нужном уровне, только немножечко надо терминологию разобрать, как на иврите в учебнике читать. Ну, тогда школа пошла по нормальному сценарию. Говорят, ну ладно, пусть вот подготовится, пересдаст нужные тесты в июне. Сын пересдал, получил там хорошие баллы, 80%, там 90%. По математике и английскому. То есть другие предметы его тогда еще не просили сдавать, вроде иврита, поскольку как он это без языка сдаст, но сдать основные 2-3 предмета, типа физкультура, математика, английский, было достаточным, чтобы перейти в следующий класс. Перешел в следующий класс, забыли об этом. На тот момент это выглядело просто как какая-то странность со стороны администрации школы, что вдруг меньше года прошло, полгода проучился, то есть в школу он пошел где-то с ноября или декабря, пока там мучились, бегали по школам для репатриантов, а в конце года, в мае или в начале июня, вот эта история. По твоим словам, все было относительно спокойно первое время. Да, то есть ни слухом, ни духом, все нормально, дети учатся в школах. С младших вообще никаких проблем не было с 1 класса, все там хорошо, все довольны, и она ни на что не жаловалась. Что изменилось позже? Первая проблема социальной службы была после средней школы, когда сын поступил в старшую школу. При этом стоял выбор поступать в старшую школу в Мавасерет Цион или попробовать поступить в Мафет. Сын смог сдать экзамены, поступить
в Шевах Мафет в Тель-Авиве, элитная инженерная школа, где много русскоязычных детей, и где помимо просто багрутой старшей школы сразу еще дают инженерную специальность, ну, примерно как колледж или техникум в России, параллельно со старшей школой. И раз удалось поступить в такую крутую школу, где подход к обучению другой. Если в обычных израильских школах американская система, вот вопрос, выбери ответ из 4, и иногда можно, не понимая тему, просто заучить ответы и выбрать. То в Шевах Мафет по-другому. Там, как в математических школах в Москве, вот там задача: запишите там все ваши рассуждения, ищите ответ, ответ заранее неизвестен, там из 4 не выберешь. Поступил в такую серьезную школу. Но проблема сразу с первого дня учебы в этой школе в Шевах Мафет началась социальной службой из Мувасера Циона, которая связана с разводом, который на тот момент уже шел. Социальная служба из Мувасера Циона сказала, что они против того, чтобы ребенок учился в Тель-Авиве, что это слишком далеко от дома. Формальное место жительства с мамой в Мувасер Ционе. То есть на тот момент я уже вынужденно съехала жить на отдельную квартиру, поскольку жена начала развод. И мне было очень обидно, ну как так, сдал тест и поступил в хорошую школу, сам хочет там учиться, социальная служба не разрешает учиться. Я пошел к адвокату в Герцле, говорю, можно ли что-то сделать. Она говорит, да, в районе там 12 тысяч шекелей, маленькое судебное дело, недорого. Попробуем. Суд я выиграл. Суд разрешил в течение года, ну, судебное решение по умолчанию, год действует в семейном суде в Израиле, учиться сыну в данной старшей школе Шевах Мафет, учитывая, что он сам хотел, и прописали какую-то схему проживания, что 3-4 будних дня у меня в Герцле у папы на новой квартире, которую я только что арендовал, чтобы поближе к школе в Тель-Авиве, а остальные дни или там на свое усмотрение у мамы в Мувасер Ционе. Сын учился в Шевах Мафет, при этом после первого полугодия администратора школы звонила мне, говорила, как он прошел первые полгода, что нормально прошел, может учиться, справляется. Не помню, говорила ли она о каких-то трудностях. Еще тогда коронавирус начался как раз. И трудность была в основном в этом, что половина учебы, если не вся, стала дистанционной из дома. Что, кстати, отдельный парадокс, что если все равно учишься из дома, какая разница, далеко до Тель-Авива или нет. А социальная служба, она пыталась на это надавить, что далеко, напротив, надо, чтобы учился в Мувасер Ционе. И когда год прошел, год сын отучился в этой школе, судебное решение перестало действовать, социальная служба сразу обратно и додавила, и у меня уже не было силы денег идти опять в суд. И в самой школе Шевах Мафет говорили, что ну, намекали, что раз там идет давление социальной службы, что мальчик, конечно, способный, мог бы и дальше у нас учиться, но что поделать, надо вам в другую школу, видимо, в Иерусалиме, раз так социальная служба требует. А нельзя было просто переехать твоей жене куда-то поближе в Тель-Авив? Но мы тогда еще об этом не знали, то есть как раз нужно было это сделать, просто сходить в Мисрат Апним и сказать, что сын живет со мной. Тогда бы у него поменялся адрес, и социальная служба из Мувасерата потеряла бы рычаги давления. То есть они могли там, если у них уже, наверное, было какое-то дело заведено, передать это дело в социальную службу Герцли. То есть такой способ защиты от них существует. Он не всегда работает, они умеют с этим бороться. То есть Министерство помощи детям может, например, объявить родителей, что им требуется помощь, поддержка, и запрещено переезжать в другой город, что они под наблюдением. У нас наблюдения не было, мы могли бы это сделать, но на тот момент такой мысли не было. Плюс еще шел развод с женой, и на фоне развода это довольно сложно. То есть если бы жена не дала согласия на это, то без согласия я подобного делать не пытался. А какие вообще причины, какие объяснения они давали, типа, для чего, с какую цель они преследовали? Служба помощи детям. Для чего они это делали? До конца непонятно. То есть позже стало понятно, в чем их цель, потому что когда они принудительно из Шевах Мафет переводили сына поближе к дому в Мувасер Ционе, речь уже шла вовсе не обычном тихоне, старшей школе в городе, а они хотели отправить сына в спецшколу. При этом почему-то социальная служба утверждала, что его нужно отправить в программу
ИЛА. То есть это некоторая программа израильская для детей, которые остались вне образования, не могут ходить в школу, не могут учиться. Например, при тюрьмах израильских вот эта программа ИЛА, или совсем асоциальные дети, кто остался на улице, в школу не ходят, приписать их, ну, фактически заочная школа ИЛА, где там 2 раза в неделю отметился, Багрута уже никого нету. У меня глаза на лоб, как так из супер элитной школы и на какую-то программу ИЛА для детей, которые там брошены на улицах. Вызывают меня на комиссию летом, тогда после Шевах Мафета. На комиссии говорят, вот мы решили переводить на ИЛА. Я им в социальной службе напрямую говорю, что вы с ума сошли, что зачем на ИЛА способный мальчик может учиться в обычной старшей школе. Но они посвящались, говорят, ладно, тогда мы не на ИЛА его переведем, а в спецтеатральную школу в Иерусалим. Называется лифты, перевели туда. Но с этим решением я не стал спорить. Это, конечно, было странно, почему из инженерной школы в гуманитарную, где упор на кино, театр и подобные предметы. Но не выглядело страшным. Вроде по отзывам считалась не такая и плохая школа, просто только самый слабый багрут на 3 там ехиды, на 3 единицы или как их там. То есть я думаю, что это просто интерес такой соцслужбы. Это как-то странно просто, что не родители решают, где их дети учатся, а какие-то министерства. Да, мне тоже это уже тогда не нравилось и выглядело как что-то безумное. То есть у тебя нет права голоса, либо ты за каждое решение короткое на год должен идти к адвокату за тысячи, десятки тысяч шекелей, а кто-то за тебя решает. Но в целом, как я сейчас понимаю, это свойство Израиля. То есть изначально страна была социалистической, пока там не начало что-то перестраиваться в 80-е годы, что когда приезжали в Израиль в 48 году, идея была жить в кибуцах, и что родители строят страну весь день на плантациях, сделаем подобие детдома внутри кибуца, чтобы дети были постоянно под насмотром, и родителям не мешали работать. Ну, раз в неделю дети там увидят внутри кибуца своих детей. И почему-то эта идея на сегодня не поменялась. И даже те законы, которые были приняты в 50-х годах, в 60-х, по-прежнему по этим законам действует, правилам действует социальная служба в Израиле сегодня. То есть тут во многом исторический фактор. То есть да, в Израиле главное государство. Государство распоряжается судьбами детей. Голос родителей он есть, но он вторичный. То есть он не главный. Угу. Ну, давай уточним для зрителей. У тебя был первый брак, а затем второй. Правильно? Да, в 2019 году жена со мной решила развестись в Израиле. В 2020 я познакомился с девушкой. И позже, примерно в 2021 или 2022 оформили официальный брак с новой женой. Сохранились ли у тебя рабочие отношения с первой супругой? Да, то есть она на связи, в основном в переписке, лишний раз голосом не разговариваем, но постоянно какие-то вопросы, связанные с детьми или с имуществом совместным, которое осталось, например, в Москве. И эти все вопросы в рабочем порядке обсуждаются, решаются. Когда возникли сложности с визой для твоей супруги, почему? Здесь нужно пояснить, что новая жена, она в Израиль приехала в 2019 году туристкой, решила по каким-то причинам в Израиле задержаться, ей здесь понравилось и не хотелось возвращаться обратно в Владикавказ, она родом с Северной Осетии. Возможно, ее кто-то из ее бывших там преследовал, ну, по крайней мере, одна из причин, по которой ей хотелось остаться в Израиле, отдохнуть всяких проблем менталитета Кавказа. А как остаться? Туристическая виза кончилась. Ей кто-то посоветовал, возьми синюю бумагу беженства. Она взяла эту синюю бумагу, нашла какую-то подработку, никоем на уборках, потому что, хотя у нее есть специальность, но когда у тебя такие слабые документы, то на хорошую работу не возьмут. В начале 2020-го я с ней познакомился случайно. У нас появились, соответственно, отношения. Потом начинается коронавирус. В момент коронавируса съехали жить в одну квартиру. Как раз хотел объяснить, что вторая жена у меня на ступра. Ступра – это ступенчатая процедура легализации брака в Израиле. Мы примерно 2 года с ней бились за то, чтобы получить первую визу, поскольку в Израиле не любят давать визу после
беженства. Она получила вначале визу B1 в мае 2022 года, потом примерно через полгода от этого получила визу А5, и брак мы к тому моменту уже легально оформили в Грузии, поскольку в Израиле нельзя пожениться, если не религиозные евреи. Этот брак признали Мисрат Апним в МВД в Израиле, все нормально. Через адвоката смогли легализовать ее статус, и 2 года без проблем ей продляли визу опять каждый год, то есть у нас все для этого было. Она оформила эсакпатур, стала работать по специальности, маникюр, педикюр, косметология, как частный предприниматель, то есть оформила для этого нужные документы, лицензию. У нас был общий счет в банке, мы там в одной квартире живем, снимаем, общая аренда, все документы, соседи, все справки. 2 года нам без проблем продляли визу опять, а в начале 2025 года сходили на интервью, нам говорят: нет, ваша жена уже не официальная, не настоящая, она фиктивная. В течение 21 дня вы должны покинуть Израиль, и без объяснения причин. Вот предыдущие 3 или 4 года верили, что брак настоящий, а тут вдруг перестали верить, хотя ничего не менялось. И, на мой взгляд, это все связано с историей, которая с 23 года происходила с моей младшей дочкой в Израиле. Мгм. Ну, давай как-то перейдем к этой истории. Младшая дочка отучилась младшую школу в Израиле. Никаких проблем не было, переходила из класса в класс. Единственное, что я помню из того, что мне не понравилось, что я как-то во 2 классе попросил учителя посидеть один урок в классе вместе с дочкой. Не разрешили. Над доской написан алфавит израильский. Я говорю ей: прочитай. Она начинает читать, вроде первые буквы знает, потом запинается. Выясняется, что алфавит она плохо знает. Кто-то из одноклассниц, кто местный, родился в Израиле, продолжает читать алфавит. Но я так уже тогда про себя подумал: а что он тогда делает в школе, если через год обучения до сих пор алфавит не знает? Я помню, как меня самого в советской школе АБВГД и зубок. Ну ладно, значит, учит так. Ну, спокойно училась, никаких претензий не было. Каждый год справка, что благополучно окончила класс, такие-то оценки, хотя в младших классах не ставят оценки в Израиле, но все равно там типа смайликов что-то было. И какие-то сложности начались только в последнем классе младшей школы. Дочки, то есть в 23-м году приехали, в 17-м в Израиль. Именно она довольно часто прогуливала школу. То есть у нас был судебный режим проживания младшей дочки у 2 родителей. То есть 2 дня в неделю у меня, 1 день в будни с ночевкой, каждые 2 выходные. Ну, по сути, примерно 2 дня в неделю получалось. Остальные дни у мамы. Я дочку отвозил в школу стабильно, понимал, что это важно. Не прогуливать, всегда вовремя отвозить. Иногда там надо было как-то ее уговаривать, она не всегда хотела. Но удавалось уговаривать. А бывшая жена, она как-то спустя рукава к этому относилась, что не хочет ребенок в школу, можно и прогулять. Но не то, чтобы эти прогулы были длительными. То есть 1 или 2 дня за неделю прогуляла, остальные сходила. Тем не менее, вот эта служба помощи детям, она как раз тогда, в конце 22 года, в начале 23-го, на какую-то комиссию уже вызывала, что вот есть прогулы школы. Почему? На тот момент уже бывшая жена отвечает, что шумно в школе, дочка не любит шум, ей там тяжело. Какие-то рассуждения в духе: ну ладно, она же там нормально учится, предыдущие 6 лет или 5 нормально отучилась. То если там шум, можно на перемене выйти на улицу, где не так шумно, отдохнуть. Какие-то уроки просто разрешали в школе на улице находиться, если на самом уроке шумно, что в Израиле обычное дело. Хотя надо сказать, что когда там какой-то концерт в Израиль приезжал, не то Агата Кристи, спокойно дочка около динамиков провела 1 или 2 часа. То есть шум она боялась только в школе. Это не было какой-то патологии, просто некомфортно, видимо. Этот шум ей не нравился, хотя, в принципе, спокойно на любой шум переносят. А второй момент, который сильно повлиял на развитие событий, это то, что в начале 23 года дочка 1 раз неопасно поцарапала себе руки. То есть не вена, так какие-то царапины на тыльной стороне, но почти до крови. То есть не то, что там просто чуть-чуть поцарапала. Совершенно не опасные царапины, к врачу не водили, там за неделю, за 2 зажило. Я на тот момент даже не придал этому значения. Просто объяснил дочке, что опасно это делать, что нельзя себя царапать.
Неизвестно почему. Может, нервничала, может, не потом, когда уже начались совсем серьезные проблемы. Мне мой адвокат говорил, что какие-то видеоролики ходят по интернету, что модно, попробуйте себя поцарапать, чувство боли. И многие дети просто повторяют за этими роликами неосознанно, просто так экспериментируют. И этот момент тоже сильно сыграл, потому что из школы они на эти царапины обратили внимание, хотя там не было ни больниц, ничего. То есть так это было между делом. Говорят, вам надо сходить к психологу, от школы направляем. Ну ладно, сходим. Еще в мае 23 года было заключение психиатра тоже, куда направили от школы. Причем выглядело абсолютно безобидно это заключение психиатра. Ну, какие-то диагнозы написали, F40 какие-то код, но это не психиатрические диагнозы, это вроде тревожного расстройства, то есть нервозность на фоне развода родителей. Это то, что само проходит и не требует лечения, и в больницу из-за этого не отправляют. Выглядело абсолютно безобидно. Ну, если там есть тревожность и шума боится, ну, может маленький класс специальный в школе рекомендовать, а может в обычном учиться. То есть там суицид исключен, то есть вероятность суицида исключена, писал психиатр, и всегда это писали про дочку. То есть эти царапины не носили и не носят характер опасности с точки зрения врачей. Тем не менее, вот этих двух предпосылок было достаточно, чтобы дальше все начало развиваться в негативном сценарии, а именно в сторону принудительного перевода младшей дочки сразу после младшей школы в специальный психиатрический интернат, а он же интернат с кодом 57 по квалификации Министерства помощи детям в Израиле. Ну, то есть то же самое, что психбольница, только постгоспитальный интернат. Идея этих интернатов, что если ребенок побыл в психушке и некуда возвращаться, или по каким-то причинам не хотят ребенка возвращать обратно к родителям, то отправлять в такие постгоспитальные интернаты. А у меня почему-то дочку с сентября или октября 23 года отправили в подобное учреждение без диагнозов, хотя она никогда не принимала никаких лекарств, никогда не была ни в каких больницах, ни в психиатрических, ни в других. Просто в результате данных двух моментов: прогул школы плюс неопасная царапина рук. То есть была какая-то комиссия, и потом ее отправили. Совершенно верно. Летом 23 года было две комиссии. Одна в конце июля, вторая в августе, где на первой комиссии служба помощи детям написала, что есть основания для перевода в специальное образование. При этом я на тот момент уже понимал, что что-то не то происходит, и протестовал. Подал совместную апелляцию с бывшей женой, что мы против перевода в специальное образование. Апелляция в Израиле почти всегда, почти во всех госведомствах игнорируется. То есть, поскольку я подавал апелляцию самостоятельно без адвоката, хотя советовался с адвокатом, как правильно подать, просто государство сделало вид, что апелляции не было, на нее никто ничего не ответил. Куда-то там она уходит по факсу, по имейлу, и черная дыра. Потом вторая комиссия в августе, где уже приняли решение, что жить не у родителей, а в каком-то специальном закрытом интернате. Я опять протестую, мне говорят, ну раз ты против, то будет суд. И под шумок они хотели вот буквально за полтора месяца все это провернуть. То есть формально по правилам там должна быть какая-то помощь на дому, как бы там где-нибудь в Америке делали, где не принято сразу детей забирать в Израиль, это ничего нету. То есть нет финансирования помощи на дому, сразу режут по-живому. То есть очень быстрое решение об изъятии у родителей. Нам еще повезло, что забрали в интернат. У многих родителей в Израиле забирают детей, отправляют в приемную семью новым родителям, а тогда теряется связь с ребенком. То есть, ну, может, раз в полтора месяца, раз в 3 месяца можно увидеться со своим ребенком в приемной семье. Детей постарше после 12 лет чаще уже забирают не в приемные семьи, а в такие специальные интернаты, и хотя бы потенциально раз в 2 недели можно видеться с ребенком. Но опять же слово потенциально, то есть служба помощи детям в Израиле, она заинтересована в том, чтобы отчудить родителей или хотя бы отчуждение одного из двух родителей произвести, чтобы меньше у них было проблем. То есть полностью завладеть душой и сердцем и умом ребенка. А если не получается завладеть, то через медикаментозное лечение подавить волю ребенка. Это отдельная проблема, о которой говорят все родители, кто столкнулся с подобным в Израиле, что если ребенка отнимают, то сразу начинают кормить таблетками. При этом служба помощи детям сотрудничает с определенными врачами, которые
всегда пишут то, что им нужно. То есть врач напишет заключение на какое-нибудь лекарство, как правило, не очень сильное в малой дозе, но вначале одно лекарство, потом их два. Это уже психиатрический коктейль. И проблема в том, что реальных медицинских обследований нету. То есть это делается именно как административное решение. И с точки зрения сроков, я в августе 23 года понял, что будет спецзакрытый интернат, побежал по адвокатам, искал адвоката через русскую группу адвокатов Фейсбука в Израиле. Это было неправильно, то есть там нет таких сильных адвокатов, которые могли бы в этой ситуации помочь. Надо было сразу искать не за 35 тысяч шекелей адвоката, а тысяч за 200 шекелей, но, может, согласились бы за 100 тысяч работать, как договоришься, самых сильных, там, из 5 адвокатов, кто знаком с этой проблемой в Израиле, кто в этом понимает. Такой адвокат мог бы помочь, а обычный адвокат из русскоязычных, кто там в этой группе есть, они нормальные адвокаты, но они просто не владеют этой проблемой, и проблема слишком сложная, адвокаты боятся с этим связываться, все адвокаты понимают, что это заведомо проигрышные дела. Друзья, мы не обсуждаем медицинскую сторону как специалисты. Мы говорим только о личном опыте семьи. По твоим словам, попыток суицида не было. Ты можешь подтвердить это фактами, свидетельствами, медицинскими записями? Да, это доказывается от обратного. Если бы была какая-то попытка суицида, так или иначе попала бы в больницу или в психиатрическую лечебницу. Никогда в больницах не была, даже к врачам не ходила. То есть, если царапины были, это лечилось дома зеленкой или перекисью водорода, и от обратного доказывается. Плюс еще это видно по заключениям психиатров, черным по белому написано в первом заключении от психиатра в мае от школы, что вероятность исключена. Потом еще в момент изъятия суд отправлял к психиатру, и психиатр написал уже более жесткое заключение под изъятием. Даже в этом заключении было сказано, что вероятность исключена. На сегодняшний день уже больше 2 лет в специальном интернате, не было попыток. Во всех документах написано, что адекватный ребенок мыслит четко, никаких проблем нету, галлюцинаций нету, здоров. Вопрос, а почему тогда держат в специнтернате? Ну, потому что выгодно им. То есть, как сына первоначально хотели в спецшколу отправить и отправили, что было выгодно этой службе помощи, так и дочку отправили туда, где выгодно, $10 000 в месяц за койко-место в этом интернате платят государство. В момент, когда тебе сказали, мы рассматриваем вариант изъятия, как он выглядел? Естественно, никто не озвучил это в таких терминах. Просто говорилось, что будет учиться в закрытом специальном интернате. Я говорю, а как же режим проживания у родителей? Что вот 2 дня в неделю должна со мной видеться, а смогу ли я видеть ее 2 дня в неделю? Они говорят, нет, не сможешь, уже другие правила будут. Встречи самые частые раз в 2 недели. Раз родители в разводе, то значит раз в месяц с одним родителем, а раз в месяц со вторым родителем. Но они врали, и сразу с момента помещения в интернат, поскольку я для них был неудобный родитель, я там адвоката нанял, говорил, что неправильно ребенка отправлять в спецпсихиатрический интернат без достаточных причин к тому, они сразу начали работать в сторону отчуждения меня от ребенка. То есть, например, если бывшей жене действительно разрешали раз в 2 недели видеться с дочкой, с ночевкой, она с ними не спорила, то есть она занимала пассивную позицию, что, конечно, я с этим не согласна, но вслух возражать на всякий случай не буду. То мне первые 1,5 месяца в интернате вообще запрещали видеться с дочкой, потом раз в 2 недели на час, на 2 без ночевки разрешали брать дочку. То есть, в общем-то, сразу мои права ущемлялись, и была видна тенденция, что им хочется полностью прервать мое общение с дочкой. То есть, были ли какие-то варианты улучшить ситуацию? Нет, то есть я не спорил с социальной службой, то есть я спокойно с ними говорил, что вот я бы хотел пока сохранить прежний режим жизни, раз нельзя 2 раза видеться в неделю с дочкой, ну хотя бы раз в 2 недели взять ее к себе с ночевкой, у нее там своя комната, свой компьютер с играми. Отдельная проблема, что в этих специнтернатах компьютеров как бы вообще нету, то есть нельзя свой передать ребенку, то есть и велосипеда не стало, я только что там научил на велосипеде ездить дочку, а в интернате велосипеда нету, то есть какая-то такая деградация, уменьшение естественных возможностей для развития ребенка. Мне говорят, ну, ты не переживай, тут специалисты, мы сами там все нужно организуем ребенку в интернате обучение.
тебе не даем разрешения на лишнюю встречу, еще чего-то. Я в итоге придумал выход, я договорился с бывшей женой, то есть с ней полностью не рассорились, там были, конечно, какие-то терки из размера алиментов, которые я добровольно сразу платил, еще по каким-то вопросам, но я договорился так, что вот ко мне не отпускают дочку, отпускают к тебе раз в 2 недели, от тебя из Мавасера-то далеко ездить в интернат, от меня из Герцлии поближе, давай я в субботу вечером буду брать на машине у тебя дочку, она у меня ночь переночевала, утром отвезу в интернат. Не рядом. Да, согласно, удобно так и делали. И на это социальная служба закрывала глаза, они, конечно, знали, но так мне удалось восстановить контакт с дочкой в течение года до сентября 24-го. Удавалось таким образом постоянно с дочкой общаться, и даже она у меня ночевала. Но это было как бы против данного Министерства помощи детям, которое считало, что контакт с отцом надо свести к минимуму, максимум там час-два без ночевки, раз в 2 недели увидит дочку и хватит. То есть, ну, ты такое рассказываешь, просто я понимаю, как вообще, типа, дочка живет с тобой всю жизнь, а потом просто ее забирают, и все, как бы, и что делать, ничего не поделаешь? Так и есть. Единственный выход – это уехать из Израиля. Многие родители спасаются таким образом. То есть, если уехать из Израиля до судебного решения об изъятии, которое у меня было в середине сентября 23 года, то про ребенка родители забывают, успел уехать до того, как забрали. А если ребенка забирают, то вместо родителей назначают апотропуса. Голос родителей уже ничего не значит. Вместо родителей апотропус, хотя родительских прав не лишают при этом. И что хуже, голос самого ребенка тоже ничего не значит. То есть дочка и на сегодня говорит, что она хочет вернуться жить к родителям, она говорит к маме, но апотропос от ее имени пишут в документах, в протоколах что-то другое, служба помощи детям, что ей хорошо в интернате, пусть там остается. И невозможно доказать, что вот это вот слова ребенка, а вместо этих слов от ее имени пишут что-то другое. То есть там фальсифицируют то, что в протоколах, если не полностью подделывают, то просто искажают или сокращают, выдавливают из дочки нужные слова. То есть раз в год проходит комиссия продления нахождения в этом учреждении. Дочка говорит: хочу к родителям. Прямо на комиссии ей говорят: ну, ты же там полгода еще можешь потерпеть до конца учебного года. Скажи там, что можешь. Она говорит: ну, я хочу выйти из этой пневмии к родителям. Говорят: ну, ты же нам обещала, там в интернате еще настраивают, что надо сказать, что ты полгода сможешь потерпеть. Она говорит: да, конечно, хочу к родителям, но что делать, полгода еще потерплю. Пишут протоколы, ребенку нравится, ребенок хочет остаться дальше в интернате, к родителям возвращаться не хочет. Продляют решение на год. Если это судебное решение о продлении в декабре, значит, продляют уже не до конца учебного года, а до середины следующего учебного года. И возможности оттуда выйти нет. Это в Америке, и даже если ребенка забирают, его обычно в течение года возвращают. В Израиле это не так. В Израиле удерживают минимум до 18 лет, иногда до 21 могут продлить. И выбраться оттуда почти невозможно. Хотя я пытаюсь. Я только что за примерно 100 тысяч шекелей нанял одного из очень сильных адвокатов в Израиле. Поскольку она публичная, наверное, можно назвать ее имя, Вероника Бромберг. Она вместе с Мариной Солодкиной в Кнессет сидела до примерно 2013 года в комиссии по защите детей. Со слов Вероники, на сегодняшний день в Кнессет, в комиссии по защите детей, никто уже этой проблемой не занимается, что все идет самотеком. Данное Министерство помощи детям в Израиле – это государство внутри государства. Я просто цитирую Веронику, она с 95 года этой проблемой занимается и все это знает хорошо. То есть Министерство помощи детям в Израиле никому не подвластно. И в качестве подтверждения этому была комиссия Гиллота в конце 90-х, начале 2000-х годов, которая провела расследование этой проблемы. Официально было признано Государственной комиссией Гиллота, что Министерство помощи детям не подчиняется ни суду, ни прокуратуре, никому. То есть даже омбудсмен не может никак на них повлиять. То есть некуда жаловаться, они сами закон, то есть они действуют по своим внутренним правилам, которые не соответствуют остальным государственным законам и правилам, и их решение, оно выше всех остальных
служб, вплоть до того, что израильская полиция, она тоже как бы ниже в иерархии важности, чем данное Министерство помощи детям. То есть, если они попросят полицию потрепать нервы кому-то из родителей, то полиция будет это делать. Я с этим столкнулся. То есть, с сентября 2024 года, поскольку я продолжал возражать против всего этого, на меня оказывалось давление. Одна из угроз была, что в сентябре 2024 года без каких-то обоснований данное Министерство помощи детям выпустили решение, что я больше не имею права видеться с дочкой. И устно они мне угрожали, что даже если ты подойдешь к забору интерната, где дочка, чтобы на нее посмотреть, мы вызовем полицию и еще и через суд утвердим это утверждение о запрете видеться, даже не пытайся. То есть они действительно это делают. То есть это не пустые угрозы. Полиция всегда выполняет их указания. Даже, например, один из способов, как это происходит, я описываю юридическую сторону, что служба помощи детям может заявить в полицию, что в их адрес какая-то угроза, в адрес их работника. Причем угроза может быть каким-нибудь там устным словом, типа «я против того, что вы без моего согласия удерживаете моего ребенка». Они говорят: раз вы против, вы угрожаете социальному работнику, полиция ночью выламывает дверь. Это реальная история, правда, не у меня, а у других родителей, кто в такой же ситуации. Я видел документы, анализировал. Суд потом оправдывает, что они не имели права выламывать дверь, угрозы не было. Человека еще там сутки продержали в тюрьме в полиции, потом выпустили, суд оправдал. Но в то же время никаких наказаний нет ни социальному работнику за ложное заявление об угрозе, ни полиции за то, что дверь выломали. Все вот так вот работает. С твоей точки зрения, речь шла о защите ребенка или о решении, которое уже было принято заранее? Решение, которое было принято заранее, это четко видно по медицинским документам, например. То есть режут по чуть-чуть. Вначале в мае заключение психиатра, что все нормально, никаких проблем. Потом подставной, скорее всего, психиатр, с моей точки зрения, и Вероника тоже говорит, что она знает, что данный психиатр сотрудничает с службой помощи детям. Он уже пишет пожестче заключение, тоже еще без диагнозов, там нет никаких, но в духе, что есть какие-то возможные расстройства, но пока непонятно какие, может быть, аутистического спектра у дочки. Пожестче заключение. Плюс еще психолог летом 23 года работал с дочкой. Явно тоже совершенно психолог заинтересован, написал мнение в духе, что с точки зрения психолога суицидальные мысли есть. Хотя речь шла о игровых ситуациях. Там спрашивают дочку психолога: если вы идете по краю обрыва, вам страшно? Ну да, страшно. Значит, у вас суицидальные мысли. Это идет в протокол, потом этот протокол ложится на стол социальной комиссии суда как причина для изъятия. То есть в моем случае дочку забирали по двум официальным причинам. Одна – это реальная опасность, хотя это не было доказано, и на сегодняшний день они сами уже это отрицают. То есть последнее заключение от октября 2025 года, что уже от врача из интерната, что ребенок здоров, вероятность исключена, там все ошиблись, все нормально, но продолжают удерживать. И более того, если первый год дочка находилась в интернате и не принимала никаких лекарств вообще, у нее не было диагнозов, то через год в интернате врач из интерната написал диагноз F21, но без обоснования почему. То есть F21 это как шизотипическое расстройство, но для этого должны быть причины: галлюцинации или расстройство мысли. Сейчас последняя бумага из этого интерната, она вообще выглядит чудаковато. Ребенок здоров, мысли ясные, проблем нет, вероятность исключена, но диагноз F21 оставляем. А с момента, как диагноз F21 нарисовали, вероятно, административное решение, то и начали кормить нейролептиком в малой дозе, что неправильно без обследования кормить ребенка. Я говорил об этом еще год назад, что надо провести обследование у независимого врача, найти диагноз, если он есть, может быть, высокофункциональный аутизм, например, или Асбергера, кто знает, там что-нибудь в таком духе, там, скорее всего, другое лечение, не этим лекарством. Я пробовал судиться за 15 тысяч шекелей год назад. Говорил, что я против начала медикаментозного лечения, что вначале нужно провести обследование независимого психиатра. Суд я проиграл, суд всегда утверждает решение
службы. Это важный момент, который нужно понимать родителям в подобной ситуации, что адвокат должен бороться на комиссиях в Министерстве помощи детям, что в суде уже бороться бесполезно, что суд он просто в 95% случаев утверждает решение с комиссии и уже ничего не меняет. Очень мало какие адвокаты знают эту систему и умеют хотя бы пытаться влиять на комиссиях до суда на происходящее. Мгм. Вот роль сына. В документах сказано, что основания касались и твоего сына. Можешь пояснить это, как это вообще связано? Про сына некоторая выдумка с их стороны, которая звучит абсурдно. Сын на 6 лет старше младшей дочки, и примерно к 17 годам у сына случился психоз. На мой взгляд, этому способствовало то, что он из хорошей старшей школы попал куда-то в театральную. В театральной школе какие-то вредные привычки появились. Например, он стал иногда курить, что среди подростков в Израиле распространено. И, как мне говорил психиатр, что психоз провоцировал, в общем-то, вот эти вот покуривания марихуаны, что у него особенность организма, что ему это нельзя делать. Ну, психоз и психоз. Это ж не связано с младшей дочкой. Тем более, что он пробовал в психиатрической больнице 2 или 3 месяца еще в подростковой тогда. Я к нему 3 раза в неделю ездил туда, навещал, пытался как-то помочь, разговорами с врачами разговаривал. Ну, все благополучно, выздоровел, вышел. Но в подобном состоянии, около психозному, он иногда мог дома у мамы делать что-то там странное. Раз там куда-то побежал в поле, непонятно зачем, закопал там телефон. Это паранойя, что через телефон могут следить. Причем закопал аккуратно в полиэтилен, завернул, чтобы потом можно было обратно забрать. То есть, ну, рациональность действия некоторая сохранялась. Но ничего опасного он никогда не делал. Он не агрессивный, он способный. Он на сегодняшний день учится в школе со взрослыми, к нему никаких претензий нету. То есть когнитивные способности сохранились, несмотря на упомянутое психиатрическое лечение. Тут еще была роль полиции Израиля. То есть в какой-то момент бывшая жена вызывала скорую для сына, когда у него был то ли этот, да, видимо, еще этот эпизод психоза. И почему-то полиция написала в протоколе, что якобы сын по двору бегал с ножиком за кем-то, хотя это было вранье. Не было ни ножика, он ни за кем не бегал. Потом бывшая жена пробовала ходить уже в психиатрическую больницу, говорила, зачем-то написали в бумагах, это вранье, ножика не было. Может, была какая-то детская игрушка вроде пластикового мяча тупого, которым при этом никто никому не угрожал, просто там дети могли во дворе играть. И я знаю со слов свидетелей этих событий, что когда сыну сказали, отдай этот пластиковый меч тупой, что ты в руках держишь, ты сейчас в каком-то нервозном состоянии, он отдал, он послушный. А в бумагах написали прямо, что как будто у него настоящий нож, он с этим ножом за кем-то бегал. И вот эта выдуманная история, которая, в общем-то, в Израиле на самом деле довольно распространена. То есть жертва каких-то событий, жертве вкладывают в руку нож и говорят, что жертва на самом деле не жертва, а атакующий опасный человек. Этот сценарий был с моим сыном проделан. И после того, как такое в бумагах появилось, уже дальше всюду писали, что сын жутко опасный, и надо забрать младшую дочку в спецпсихоинтернат, потому что дома у мамы живет опасный сын, и дочка не может находиться вместе с сыном. А так это просто вишенка была на торте с их стороны по отношению ко всему остальному. Сын не опасный, не был никогда опасным. То есть в итоге, уехав жить в Америку, в США, мне удалось взять сына с собой. Он учится сейчас. Он курить перестал. Нашел некоторый аналог без THC вещества, чтобы вкус похожий, но без опасности для здоровья. Так что все нормально. Но на тот момент такое происходило. Я пробовал с адвокатом возражать, что есть 2 квартиры у родителей.
Даже если предположить, поверить в ваше вранье, что сын опасный, он может жить у одного родителя, а дочка у второго, но этот вариант в принципе не рассматривалось. То есть израильская система устроена таким образом, что если в семье у кого-то одного проблемы, из детей или у родителей, в данном случае речь идет о возможной зависимости, то забирают сразу всех младших детей и сразу от одного родителя и от второго. Я общался с другими родителями в Израиле в аналогичной ситуации. Например, распространенная ситуация, когда мама, например, попала в больницу надолго, дети остались с отцом, а служба помощи детям тут как тут. Говорят, что отец не справляется, отец на работе, мама в больнице, и детей у отца забирают. И к моменту, когда мама из больницы возвращается обратно домой, детей уже нет, они в приемных семьях, по специнтернатам, и обратно не вернешь, по крайней мере, до совершеннолетия. После совершеннолетия многие дети возвращаются, но уже в покалеченном состоянии. Когда впервые возник разговор о необходимости обследования? То есть были какие-то там дополнительные обследования после того, как ее забрали? Родители, я и бывшая жена настаивали, и сегодня настаиваем, что необходимо медицинские обследования у независимого специалиста за пределами системы помощи детям и интерната. Но на сегодняшний день таких обследований провести не удалось. То есть, когда я год назад обращался с этой просьбой в суд, то суд мне запретил получить мнение второго врача и сказал, что доверяем тому одному врачу, который есть при интернате, и его мнения достаточно. А вот тебе показывали документы обследований, которые проводятся там? Да, то есть документы я все видел, но их получить было очень трудно. То есть мне эти документы не показывали просто так, если я просил. А когда я уже год назад обратился в суд, или даже по-другому было, не я обратился в суд, а на меня подали в суд из Министерства помощи детям, что они хотят начать медикаментозное лечение, но папа против, и нам нужно по этому решению суда. Вот только тогда я увидел медицинские документы из интерната, то есть их передали в суд, и ко мне в руки попала копия. Если я просто просил показать мне, то мне ничего не показывали, и мои запросы на получение этих документов медицинских не выполнялись. Почему ты считаешь, что диагноз мог иметь административную природу? Потому что не проводились никакие обследования, нет никаких обоснований в тех медицинских бумагах, которые есть. И, к слову говоря, сам диагноз, который уже через год нахождения в интернате поставили дочке, его нельзя поставить ребенку. То есть речь идет о некотором общего характера диагнозе, который всегда требует последующего уточнения, а никто подобных уточнений не проводил. Более того, в разговоре с сотрудниками интерната, меня туда раза 2 в год вызывали, пока я жил в Израиле, я каждый раз это говорил, что надо провести психодиагностику или иные обследования реальные, чтобы понять, есть вообще какой-нибудь диагноз или нет. Если есть, то, соответственно, лечение скорректировать адекватно, а не так, как вы делаете, наобум, там что-то написали. Они даже со мной согласились, говорят, мы проведем эту психодиагностику, но согласились они примерно 10 месяцев назад, а ВОЗ ныне там, а никакой диагностики они до сих пор не провели. И бывшая жена жалуется, говорит, что вот что за безобразие, уже больше 2 лет в медицинском учреждении, а до сих пор нет никакой адекватной диагностики, никаких результатов, кроме расплывчатого диагноза общего характера, который, вообще говоря, детям не ставят. То есть известно, что у детей не может быть такого диагноза. То есть иногда этот же диагноз вот там могут уже во взрослом возрасте поставить, там 20-25 лет. И то с какими-то уточнениями, а не в таком общем виде. А вот вам с женой объяснили, на какой срок вообще могут оставить ребенка в закрытом учреждении? Нет, никто ничего не объяснял. Адвокат не объяснил, которого я нанял в момент начала этой истории, что выбраться оттуда очень сложно, раз в год комиссии, но эти комиссии не выпускают. Где-то я прочитал, что существует срок в 3 года, что 3 года по-любому так удерживают, а через 3 года обязаны либо выпустить, либо привести какие-то уже не просто там автоматическая комиссия по продлению раз в год, а привести какие-то обоснования, почему продолжают удерживать. Другие родители, кто дольше все это наблюдал со своим ребенком, рассказывают, что и сама Вероника Бромберг, адвокат, что обычно выпускают 18 лет, но могут продлять нахождение до 21 года, если смогут это обосновать, что, например, надо продолжать лечение под наблюдением врача в интернате, поэтому 18 лет выпустить не можем, или что
недостаточно образования получил ребенок, хотя школы там по сути нет при интернате. То есть есть какие-то хорошие вещи, как живой уголок с животными, возможности заниматься какими-то творческими предметами, рисования, там, еще что-то организует детям, но обучения практически нету. И на сегодняшний день дочка жалуется на это, в том числе и на комиссиях, когда комиссия по продлению, что нет математики, нет никаких других предметов, хотелось бы изучать еще физику или химию или биологию. Говорит, я пробовала подходить к учителю математики в интернате, которая все-таки есть, можно ли выше сложность для меня сделать обучение. Учитель отвечает, нет, ты не справишься, и не объясняет, почему. Да и сами эти уроки, которые в интернете есть, они считаются как для слабоумных, что 2-3 раза в неделю можно их прогуливать, и уровень на 2-3 года отстает от обычных школ. Ни о тех багрутах там, в принципе, речи не идет. То есть так, отвяжись чуть-чуть, чему-то как бы учат детей. А вообще, что известно об условиях проживания? Там учеба, прогулки, связь, психологи. Ну, учеба ты сказал. Ну, во-первых, это учреждение абсолютно закрытое, то есть как тюрьма, по сути. Ну, просто нет автоматчиков по углам, но тем не менее забор, режим, никого внутрь не пускают, детей оттуда не выпускают. По умолчанию на выходные к родителям ребенок оттуда выйти не может. То есть каждая встреча с мамой раз в 2 недели нужно отдельный запрос писать в службу помощи детям. Если одобрят, тогда выпустят. И с точки зрения условий нахождения там, то есть именно тот интернат, куда попала дочка, условия достаточно комфортные, нормальные. В интернате всего 85 детей, и вроде бы особо сильно никто ни на что не жалуется, но если копнуть глубже, просто я охранника спрашиваю, и как тот охранник русскоязычный говорит мне, ну как-то очень все расслаблено, все какие-то пассивные на территории этого интерната дети, ничего интересного не происходит. Или когда я приходил в этот интернат по вызову работника интерната для какой-то формальной встречи, упоминал раз в год или 2 раза в год такие. Вышел от работника, за тобой никто не следит, 5 минут погулять по территории интерната, может встречу дочку с ней поговорить. До сентября 2024 года на это закрывали глаза, и мне как бы неформально разрешали так делать. А потом слышишь на территории интерната кто-то воет, или кто-то, видишь, постарше из детей головой бьется об стену. То есть если 70% детей по оценкам родителей, и если там анализировать статистику некоторым образом, как моя дочка, относительно здоровые дети, обычные, то остальные 30% туда все-таки попадают после психушек, и атмосфера там не очень. Как сама дочка формулировала на последней комиссии по продлению, что ей там некомфортно, потому что часто вокруг плачут дети, и, конечно, ей хотелось бы вернуться домой жить к маме, а не находиться там дальше, что там ей уже надоело. А вот по поводу головных болей и усталости, это фиксируется медицински или это ее субъективный опыт? Ну, это ее субъективный опыт, то есть она иногда жалуется на головные боли, усталость. И надо сказать, что, на мой взгляд, у меня младшая дочка из 3 детей самая крепкая и здоровая. То есть она весь этот опыт более 2 лет прошла, и ни на что больше, чем иногда головные боли, не жалуется. Не мудрено, что у тебя там будут головные боли, если ты находишься в режиме как тюрьма, то есть там все строго, подъем в 8 утра, немножко там поработали где-то по двору, например, покормить зверей в жилом уголке, потом телефон у тебя отобрали, время школы, в обед телефон вернули, компьютеры не разрешают, кто что должен в какое время делать, то есть все расписано, плюс еще на территории интерната дети изолированы друг от друга. Вот этот блок 6 детей, они с друг другом общаются, с другими не общаются. Как-то так детей направляют, чтобы они реже друг с другом пересекались. Кому-то там можно гулять, кому-то нельзя гулять, или гулять только... Ну, имеется в виду гулять по территории интерната, за пределы его территории никого не выпустят. Кто-то там другой только в дворике своего дома может гулять. В общем, сложная внутренняя система, как психиатрическая больница. Всех деталей, которые я не знаю, но просто читал и слышал, и видел это своими глазами. То есть прочитать можно, например, по отзывам тех, кому удалось выйти из этого интерната, кто уже рассказывает о проведенных там годах. Но отзывы звучат примерно так, что не верьте всему, что как это выглядит красиво через забор, а на практике вышел оттуда, не могу там ни на чем сосредоточиться.
что, так сказать, потерял там время и здоровье. Мгм. А вот, типа, как вообще люди оттуда выходят? При помощи адвоката только? Но к 18 годам или к 21, если продляют нахождение там, обычно отпускают. Проблема в том, что уже с регрессией, то есть без должного образования, часто на таблетках без диагнозов, пусть даже эти таблетки обычно в малых дозах. То есть пока у меня нет ощущения, что там пытаются, как советская психиатрия, закормить в овощ, как если преследуемый. Но даже таблетки в небольших дозах, тем более они могут назначать какие-то таблетки без причин. Например, у ребенка нет депрессии, ему назначают антидепрессант. 10 лет назад в Израиле мне рассказывали, Риталин так всем подряд назначали. Сегодня это уже другие лекарства. Сегодня вместо Риталина антидепрессант всем любят назначать подряд. Ничего хорошего в этом нету. То есть выходит человек оттуда уже на таблетках. К этим таблеткам привыкание, от них нельзя сразу отказаться. Эти таблетки, они подавляют волю, подавляют какие-то активность, что, возможно, объясняет причины, почему их назначают. То есть удобнее такими детьми управлять, чтобы домой к родителям не просились. В общем, ничего хорошего. Ты считаешь, что закрытие было неоправданным? На чем основана эта позиция? Более логичное решение с их стороны было бы организовать подвозку в обычную школу вот мамы. То есть бороться с ними бесполезно. Если они решили перевести в специальную школу, то решили. И 2 недели до суда в середине сентября 23-го, пока суд не утвердил отправку в закрытый интернат, они так и делали. Отправили дочку в спецшколу и организовали подвозку от мамы утром в эту спецшколу, что, возможно, могло бы решить вопрос с прогулом школы. Вот подвозка, подъехал автобус к дому, бибикает, ждет, никуда ты не денешься, надо ехать. И 2 недели в таком режиме дочка ходила в эту спецшколу. Непонятно было, зачем куда-то там закрытое учреждение дальше отправлять. Хотя бы надо было полгода или год попробовать в таком режиме. Второй вопрос, что в этой спецшколе тоже не было бы нормального образования, но хотя бы не разрывали бы связь с родителями, не уводили бы из своей там комнаты, своего дома, от своих подруг. То есть отдельная проблема, что дочка теперь не может видеться с подругами. В Израиле есть 2 системы образования. Одна основная, про которую все знают, в ней примерно 80% детей. При этом детей в школах в Израиле около 2 миллионов человек. Есть еще специальная система образования, и счастливы те, кто о ней не знают. В этой специальной системе образования 20% детей, то есть примерно 350 тысяч человек. Цифры те, которые я запомнил, они там могут не точно сходиться. Кажется, что если посчитать, не 2 миллиона, а 2,5, например, школьников в Израиле, но неважно. Я точно помню, что спецобразование 350 тысяч. Соответственно, в специальном образовании, то есть сама идея, что это те, кто не могут учиться в обычных школах, в нем есть разные виды учреждения. То есть один вариант, что ребенок живет дома с родителями и ездит в спецшколу. И таких детей примерно 60% от количества спецобразования. Остальные 40% детей в спецобразовании, то есть берем 40% от 350 тысяч, что-то в районе 150 тысяч детей, они находятся в закрытых рамках, то есть в закрытых учреждениях. Моя дочка попала в самое закрытое учреждение, то есть специальный психиатрический интернат, постгоспитальный. Таких примерно 150 в Израиле. Информацию о них можно найти на всяких официальных источниках. Если в каждом от 80 до 400 детей, берем в среднем, например, 200 детей, умножаем 150 на 200, 30 тысяч детей именно в самых закрытых специнтернатах из 150 тысяч детей, которые не живут с родителями по какой-то причине. И вот эти суперзакрытые интернаты, они самые выгодные с точки зрения освоения бюджета. То есть я просто взял официальную информацию об интернате, где дочка, бюджет за год, при этом часть бюджета напрямую от Министерства помощи детям идет в этот интернат, где четко видно, что это как бы их подведомственный интернат. Это объясняет, почему им это выгодно, хотя это вроде как интернат отдельно, служба помощи детям отдельно, а нет, они связаны друг с другом. И цифра получилась $10 тысяч в месяц на ребенка. Это не 5-звездочный отель, то есть 3 ребенка в комнате живут,
И на каждого такие деньги, то есть в самых дорогих странах, там в Америке, в Швейцарии, где хочешь, можно было бы в 2 раза дешевле хороший частный интернат за месяц организовать ребенку. А Израиль вроде считается подешевле самых дорогих стран, а тут 10 тысяч долларов в месяц. При этом дальше что происходит? Что изначальная задумка вот этих спецзакрытых постгоспитальных интернатов была в том, что туда попадают очень тяжелые дети после психиатрических больниц, там должен быть врач, должен быть психиатр, специальные педагоги, что это все требует денег, поэтому оправдано такое финансирование, 10 тысяч долларов в месяц на койко-место на ребенка. А кто-то, видать, сообразил, что если помещать относительно здоровых детей в эти интернаты, то и мороки меньше, и меньше персонала можно там сэкономить на должности психолога. Говорят, что то есть в интернате есть социальный сотрудник, а, как правило, говорят, что, как правило, должность психолога и социального сотрудника, они совмещены, то есть они максимально сокращают ставки. И плюс еще можно сэкономить на педагогах, поскольку считается, что обучение должно быть сильно облегченным, меньше учителей, меньше обучения. И получается, что эти деньги уходят на что-то другое. Дальше можно догадываться, на что эти деньги уходят. И в целом есть информация общего характера. То есть, к сожалению, в Израиле вся эта статистика закрыта, конкретных цифр нигде не найдешь. Надо самому все собирать по крупицам. Но, например, есть некоторые организации независимые, которые проводят анализ для Кнессета общих бюджетов, сколько на что выделяется. То есть общий бюджет спецобразования 16 миллиардов шекелей в год, то есть примерно 4 миллиарда долларов. И из этого бюджета известно, согласно утверждениям Тауб-центр и данным Минобразования. Тауб-центр – это некоторый независимый исследовательский институт в Израиле, которому доверяют, он считается объективным. И правительство, тот же Кнессет, данные оттуда берут, и еще кто-то. Вот известно, что примерно 60% детей с особыми потребностями учатся в обычных школах. То есть инклюзия в классы обычных школ, их не забирают родители. Около 40% детей из 350 тысяч отправляют в эти закрытые учреждения. И не только бывают вот эти суперзакрытые интернаты, еще около 300 других учреждений в Израиле менее закрытых, где чуть получше, поскольку хотя бы нет полного разрыва с родителями, когда только по разрешению с родителем можно увидеться. И следующее, что официально пишут в этих отчетах для государства, что 40% детей из 350 тысяч, которые в закрытых учреждениях, они получают 60% бюджета спецобразования. А бюджет-то огромный, 16 миллиардов шекелей в год. 60% бюджета идет на небольшое количество детей. То есть 60% спецобразования из 16 миллиардов шекелей в год идет на 150 тысяч детей в Израиле в закрытых учреждениях. А дальше считаем цифру, получится что-нибудь в районе 20 тысяч шекелей в месяц на ребенка. Тот интернат, где дочка оказалась, значит, там побольше финансирования, около 35 тысяч шекелей в месяц на ребенка. И более того, на днях кто-то из других пострадавших родителей отправил мне ссылку на последнее постановление Кнессета в связи с этим. И в этом постановлении говорится, что бюджет нужно увеличить именно для специальных закрытых интернатов. Там ни слова о том, что надо помогать родителям на дому в Израиле или им еще что-то улучшить для детей. А именно речь идет из Кнессета на сегодня о том, что будет здорово еще там добавить столько-то миллионов шекелей в год на самые закрытые интернаты для операторов этих интернатов. То есть получается, что правительство на сегодняшний день работает в этом направлении. Это подтверждается теми же отчетами из Тауб-центр, что из года в год бюджет специального образования в Израиле увеличивается довольно существенно, например, на 5% в год, на 10% в год по-разному. А бюджет обычного образования при этом не увеличивается. То есть моя аналогия с раковой опухолью, что это специальное образование, оно постоянно разрастается, требует больше и больше денег, кормят различных специалистов, будь то психиатры, которые сотрудничают со службой помощи детям, или сотрудники интернатов, и сами сотрудники, кто непосредственно в службе помощи детям все это организуют, они
хорошо зарабатывают. На этом сложно найти какие-то официальные данные, как они эти деньги получают, но кто-то говорит, а вот там начальник Министерства помощи детям живет в доме за 15 миллионов шекелей стоимостью, где он эти деньги взял. Но я не пытался проверять эту информацию, но просто то, что на виду, на слуху. И сами судьи не бедствуют, то есть эти дела, они практически всегда ложатся на стол одному и тому же судье семейного суда и суда Мишпаха, которые идут из службы помощи детям. И один и тот же судья почему-то всегда это утверждает, как мне объяснял мой адвокат 2 года назад. Они по утрам вместе кофе пьют, судья и сотрудник службы помощи детям, и все это взаимосвязано, но в деталях как нужно отдельно разбираться. Расскажи про твой переезд. Это стратегия защиты или иммиграция от безвыходности? То есть в какой-то момент я понял, что никаких перспектив в Израиле у меня не будет. С дочкой мне все равно запретили общаться, то есть оставаться в Израиле дальше для того, чтобы пытаться помочь дочке, смысла нет. И спросил у себя на работе, а к тому моменту я уже из израильских стартапов в начале 2020 года смог перейти работать, по сути, в IBM, всем известная компания, причем аналитиком по безопасности, уже не программистом. И к тому моменту я уже 3 или 4 года на работе проработал, почти 5, спросил, могу ли я перевестись, делать релокацию в США, в Америку, поскольку у меня отец в США живет с 95 года. До 95-го отец у меня, то есть я из семьи ученых, отец в Израиле пару лет проработал в Вайцман институте в начале 90-х по обмену еще Советского Союза. С 95-го отец переехал в США. Просто я повторил это за отцом, и в начале 25-го года меня перевели по работе из Израиля в Америку. И моя идея была, что в Израиле постоянно какие-то угрозы, давление, там не подходи к забору интерната, вызовем полицию, какой-то бред полнейший. И раз я все равно не могу видеться с младшей дочкой, сентября 24-го запретили в Израиле, то лучше я буду далеко в Америке, хоть не так больно, то это просто больно душевно. То есть вот 5 минут доехать, я не могу там ни привет сказать, ни подарок передать. Подарки я передавал, но через бывшую жену еще там как-то. То есть они очень неохотно даже на такое шли, чтобы передать подарок Лего, например, конструктор. Дочка, кстати, талантливая, она эти лего-конструкторы собирает для 18 лет и старше детей, что один из очевидных признаков того, что не туда ее поместили. То есть репетитор иврита частный, помню, говорила, надо в класс для отличников, талантливая девочка. В Израиле все сложилось по-другому. Вместо класса для отличников, класс для слабых детей, кто не способен учиться. Ну, в общем, я не видел никаких перспектив в Израиле, видел нарастающий ком проблемы и попросил, и работодатель мне одобрил. И примерно с лета 2024 года шел уже процесс подготовки документов к релокации в Америку с семьей. И в Америку в итоге переехали я, жена и сын, которому 20 лет было на момент переезда в Америку. Жена как бы вторая, правильно? Да, да, естественно. То есть бывшую жену я не мог бы взять с собой, даже если бы она захотела. Документы дают именно официальной жене и детям. И как-то изменилась коммуникация с органами опеки после вашего отъезда? То есть что пытается и пыталась с момента отъезда в Америку делать служба помощи детям, это полностью прервать контакт со мной дочки. То есть они всюду в суд подают, что папа уехал. Про сына при этом умалчивают, как будто сын остался жить в Израиле. Это выдуманная опасность с его стороны, якобы осталась в Израиле. А раз папа уехал, то значит можно в расчет мнение папы уже совсем не брать. Но тут есть такой любопытный момент. Пока я находился в Израиле, меня могли чуть ли не родительских прав лишить. И я думаю, к этому и шло, раз они полностью запретили контакты с дочкой. А когда я уже в Америке, на каком основании лишать родительских прав? Обвинить меня, что я там что-то опасное в Израиле делаю, даже со всеми их способностями выдумывать и там поделывать протоколы, это невозможно. Как можно обвинить меня в чем-то в Израиле, если я нахожусь в Америке? Нет оснований для лишения родительских прав. Плюс еще появляется международный фактор. Возможно, следующим шагом мне придется идти в международные организации в Америке.
та же Гаага, суд и другие, и говорить о том, что вот такое произошло, нарушение прав родителя, нарушение прав ребенка. Если в самом Израиле внутри все схвачено, то есть рука руку моет, то международных запросов они боятся. Ну и, соответственно, упомянутый мной шаг, что я нашел сильного адвоката Веронику Бромберг и договорился с ней, что она будет защищать меня, бывшую жену и дочку в Израиле, пытаться как-то изменить развитие этой ситуации в сторону возвращения домой к маме в Израиле. И на одном заседании Вероника уже была на недавней комиссии по продлению нахождения дочки еще год в закрытом учреждении. Какие выводы ты сделал для себя? Если оглянуться назад, какой момент ты пошел иначе? Ну, во-первых, я поздно начал сопротивление, то есть нужно было сопротивляться еще в мае-июне 23 года, когда только направляли из школы к своему психологу на обследование. Надо было уже тогда говорить категорически нет, я против, и идти к своему частному психологу. На тот момент я этого не знал. Второй момент, что я поздно обратился к адвокату, то есть я считал, что решения принимаются в суде, и в начале сентября или в конце августа начал работать с адвокатом в 23 году, уже после 2 комиссий, где было принято решение об отправке в специнтернат. Надо было нанимать адвоката еще в июле и идти с адвокатом на комиссию. Дальше вопрос, пустили бы ли адвоката на комиссию. На тот момент времени не обязаны были пускать на комиссию. Как раз месяца 2 назад было принято решение богатцам Высшим судом справедливости Израиля о том, что необходимо разрешить родителям идти на комиссию в службу помощи детям вместе с адвокатом. Возможно, благодаря этому Вероника Бромберг смогла сходить на последнюю комиссию. И в целом ощущение, конечно, полной безвыходности и беспомощности. Собственно, единственное надежное решение остается уезжать из Израиля с детьми, когда начинаются проблемы. При этом ехать лучше в такие страны, которые не сотрудничают по Гааге, по возвращению детей обратно. Но здесь, когда уехал, если успел уехать до судебного решения, то ехать можно в любую страну, а если уже есть судебное решение об атропусе и изъятии ребенка у родителей, то надо ехать в такие страны, которые не выдают детей обратно в Израиль, то есть не выполняют решения Гааги, вроде Таиланда или Армения, Черногория, Сербия, они почти не выполняют это тоже. А как вообще выехать, если есть судебное решение? Нет запрета на выезд, и в большинстве случаев служба помощи детям такой запрет не делают. Это некоторый хитрый ход, что вроде бы не принудиловка. Если захотят, родители возьмут и уедут с ребенком. Если бы еще и ездить запрещали бы, это было бы совсем еще хуже ситуация. Они могут сделать такой запрет, но обычно не делают. То есть они пытаются другими способами уговаривать, удерживать. И плюс еще угрозы с их стороны. То есть даже если родитель едет, например, договорился с службой помощи детям, разрешили на месяц ездить летом даже из этого специнтерната куда-то в другую страну. Иногда разрешают. Если родитель задержится в другой стране, сразу пойдет угроза, бумага от этой службы помощи детям, что если вы немедленно не вернетесь, мы подаем в Гаагу Международный суд о похищении родителям ребенка от апотропоса из Израиля, мы подадим в Интерпол. Хотя, по сути, вначале они должны подать в израильскую полицию, потом в международную полицию, розыск украденного родителям ребенка у государства израильского. И с этого момента родителю закрыто возвращение обратно в Израиль. Сам родитель, может, сможет один съездить без ребенка, а с ребенком уже в Израиль не вернешься. Там уже розыск, какие-то проблемы. Второй раз за границу уже не выпустят, если один раз это нарушить. И то, что я сейчас говорю, это я не придумал. У меня есть на руках бумага, где бывшая жена ездила за границу в отпуск летом 24 года, уже когда все это произошло, изъятие, и задержалась за границей буквально на 3 или 4 дня. И сразу написали бумагу из соцслужбы как предупреждение, даже судья еще поставил печать на этой бумаге, что если немедленно не вернетесь, обратно будем вас вытаскивать через Гаагу, Интерпол, через Международный отдел помощи детям, черным по белому написано. Так она вместе с дочкой ездила? Да.
Но на тот момент еще не осознавали, как будут события развиваться. То есть это еще был первый год в этом интернате, еще не кормили принудительно лекарством без должной диагностики. На тот момент казалось, что ну ладно, может там первый год обучения слабое, потом начнут учить поактивнее. Вот уже 2 года прошло, и ГОС ныне там, и еще сейчас на 3-й год подпишут нахождение там. Скоро суд будет. Что бы ты сказал родителям, которые только начинают контакт с органами помощи детям? Бежать от них как от огня, то есть избегать любых контактов. Но вместе с тем, если контакт вынужденный, то есть уже оттуда позвонили и говорят, нужно приехать, игнорировать тоже нельзя, надо ехать, очень вежливо с ними говорить. Ехать лучше сразу с адвокатом, то есть, как правило, просто так туда не вызывают. Если туда вызывают, это, скорее всего, уже какая-то комиссия, куда лучше прийти с адвокатом. То есть с ними бесполезно спорить, на них некуда жаловаться. То есть я выяснял, все жалобы всюду игнорируются, все замыкается на них самих, но можно пожаловаться на Министерство помощи детям, в само министерство, то есть ругаться с ними бесполезно. Надо именно мягко, вежливо с ними говорить, пытаться там что-то аргументировать. Это можно, но ни в коем случае не повышать голос, не пытаться им перечить. И, в общем-то, если кому-то удается выкрутиться, то хитростью и активностью. То есть, если успеть самому за деньги сходить к независимому психологу, к независимому психиатру, у тебя заранее на руках есть бумаги, что твои дети здоровы, им сложнее будет какие-то другие бумаги сделать. Одно другому будет противоречить, это часто спасает. Где, по твоему мнению, граница между заботой государства и вмешательством? То есть, на мой взгляд, в Израиле, в принципе, некорректно это все происходит, если по умолчанию родительские права ограничены, а у государства в лице определенного министерства сверх права, как помощи детям, так и любого другого вмешательства в жизнь детей. То есть вместе с этим я не отрицаю, что подобная структура, как помощь детям, должна существовать в любом государстве. Бывают ситуации, например, доказанного насилия, где детей нужно спасать. Но мне больше нравится американская система, где я живу сейчас, и где даже если ребенка спасают, во-первых, в Америке в 20 раз меньше, я считал статистику, изъятия детей у родителей. Во-вторых, даже если забирают, обычно в течение года стараются вернуть. Нет этого, что до 18 или до 21 ребенок уже полностью изолирован от родителей. То есть, безусловно, это вред и психике родителям, и психике детей, если происходит отчуждение ребенка от родителя. И если есть хотя бы минимальная возможность помочь ребенку, оставаясь жить с родителем, государство должно это делать. И в более адекватных системах, как в американской, это и происходит. А в Израиле нет финансирования на помощь детям у родителей. То есть сразу режут сгоряча и полностью отнимая ребенка у родителя или у родителя. Вот кроме того, что ты описал про адвоката, какой ты видишь свой дальнейший путь? Продолжать бороться. Это как в притче про лягушку, которая бьется в крынке с молоком, вроде все безнадежно, выскочить не может. Билась, взбила масло, вздохнула, оттолкнулась от масла и выскочила. Тот же принцип. То есть пока непонятно, как что-то улучшить, именно в моей ситуации помочь дочке оттуда выбраться. Но надо продолжать биться. Этот же совет я могу дать всем родителям, что ни в коем случае не опускать руки, даже если сегодня не выпустят ребенка, но в крайнем случае добиваться, чтобы 18 лет выпустили. Все может нормализоваться в будущем, просто в данный момент тяжелый этап. Что бы ты сказал своей дочери, если бы она увидела это видео? Потому что я ее люблю, обнимаю, что все, что я делаю ради того, чтобы тем или иным образом ей помочь, что скучаю по ней, что нет возможности напрямую общаться. Рад, что удалось хотя бы пообщаться через телефон сына недавно немножко, что тот подарок, который она просила на день рождения, я уже ей заказал. Придет соседки от соседки в Израиле. Я организую, скорее всего, через таксиста, чтобы передали
маме, от мамы к ней. Плюс еще собираюсь, это был подарок, просто международная доставка, поэтому все так сложно. Другой подарок тоже подготовлю, есть еще у меня на это неделя. Так что люблю, помню и надеюсь на то, что жизнь ее улучшится и отпустят в конце этого учебного года обратно к маме, как ты хочешь. Сколько времени вы не виделись уже? Сентября 24 года, а точнее с начала ноября 24 года. В начале ноября была комиссия о продлении, где я видел дочку. Была еще комиссия в ноябре этого года, где я участвовал по видеосвязи из Америки и хотя бы вскользь по видео видел дочку. Вот раз в год на комиссии по продлению удается увидеть. Ты хочешь что-то еще добавить к тому, что ты рассказал? Что я обо всем спросил. Думаю, здесь нечего добавить. Хотелось бы надеяться, что в целом ситуация улучшится в Израиле, потому что на сегодняшний день причина отъезда многих родителей, в основном именно специалистов, кто может себе это позволить из Израиля с маленькими детьми, это именно понимание, как трудно будет обеспечить нормальное будущее детям в Израиле. Данный фактор давления на детей, которое начинается еще в 3 годика с садика. То есть с 3 лет обязательный садик в Израиле. И данное Министерство помощи детям уже с 3 лет выбирает, кому предъявить претензии. Это все пугает родителей. Многие родители стараются ехать из Израиля, пока дети еще маленькие, до 3 лет. И это неправильно. Хотелось бы, чтобы в Израиле что-то улучшилось в этом смысле, и родители не боялись за своих детей. Спасибо тебе, что ты захотел поделиться с нами этой своей историей. Надеюсь, что у тебя что-то изменится в лучшую сторону. Спасибо, Алексей. Очень рад был участвовать в интервью. Успехов и удачи во всем. Спасибо. Друзья, если вам близко то, что я делаю, и вы хотите поддержать мой канал, у вас есть несколько способов это сделать. Первое – это стать спонсором этого канала. Это не только знак того, что мой труд действительно вам важен, но и реальная помощь в том, чтобы я мог развивать канал и делать контент еще более качественным. Кроме того, у спонсоров есть ранний доступ к новым публикациям, а совсем скоро появится и эксклюзивный контент, доступный только для них. Второе – это одноразовый донат через кнопку с сердечком «Супер спасибо». Она находится под каждым видео. Такой донат видят другие зрители, и часто это вдохновляет их также поддержать канал. Третий способ – это прямая благодарность через систему PayPal. Я добавил для вас отдельную ссылку на мой PayPal в описании под каждым видео, чтобы упростить этот процесс. Любая ваша поддержка для меня очень ценна. Она помогает мне двигаться дальше, развивать канал, улучшать качество контента и создавать то, что для вас интересно. Спасибо, что вы рядом.